Маршал Дума Сиаркан Дедикхыл. В прошлом выпуске мы говорили о творческих, элегантных парнях грозненских и о том, что очень многие из них просто так пострадали, пропали без вести, были убиты. То есть даже говоря о чем-то хорошем, мы вынуждены говорить об этой грустной стороне нашей реальности. Как бы не хотелось говорить только о хорошем, не получается. Видимо, судьба народа у нас такая, что мы смеемся сквозь слезы. И даже если сердце плачет, мы радуемся, как ни в чем не бывало. И, наверное, это нужно принимать уже как данность. И сегодня тоже мы поговорим еще раз про исторические раны. На сей раз об обратной стороне Советского Союза для чеченцев и ингушей. Ответим на важные вопросы, такие как почему интеллигенция в нашем обществе, мягко говоря, слабеет, ослабла. И еще один немаловажный вопрос, почему к интеллигентному человеку в нашем обществе существует какая-то неприязнь. Просто ли так это произошло или это было целенаправленно сделано? Ничего не бывает просто так. Поэтому сегодняшний выпуск не ставит себе целью бередить наши старые или новые раны, ни в коем случае. Но мы ставим цель выяснить, что же с нами произошло, сделать выводы, потому что это очень важно понимать, правильно анализировать и не повторять своих ошибок. مخبوزه معیجیدم ایجادم گنار شدای مخکار سوتوتالم مخبوزه معیجیدم ایجادم Malkbuza bilgi çöreğalak belça Süre daşsana sayna yazı yelça Oyla ne derstenler Soaya belça Дай мягка усо соя газандела Oyla ne terstella soaya belcha Дай мягка усо соя газандела Бераля хайзи чуда ашкалуси Ламана нарешкалы ламаркуси Итенчу баргашу сирлах иждуси Дай мягкие хожусу я безандела. Так вот, советская власть начинала уничтожение чечено-ингушского народа с интеллигенцией. Расстрелы, бессудные казни, пытки — это все еще в 30-е годы. Я это знаю по отцу моей матери. Дед мой все это проходил, чудом выжил. Есть другие родственники, которые не выжили. Если кому-то эта тема не знакома или мало знакома, можно почитать Абдурахмана Авторханова. Там все до боли невыносимо подробно расписано. И целью этого всего зверства было обезглавить народ. Так дело дошло и до жестокой депортации. Интересно вспомнить, что перед депортацией в обкоме было поставлено на голосование это решение о депортации. И в зале был единственный чеченец Арвим Макаев, наш поэт, писатель, драматург.
Почему он был единственный? Потому что из обкомовских работников, чеченцев и ингушей, их расстреляли в период Большого террора. Это уже отдельная жесткая тема, о ней тоже можно прочитать у Авторханова. И вот он единственный, кто проголосовал против этого решения, более того, назвал это преступлением, за что он был осужден на 10 лет. Затем последовала ссылка в Магадан, которая продолжалась до 1956 года. В сохранившемся наследии поэта за годы ссылки нету стихотворений. Из ссылки поэт вернулся в Казахстан, где жила его семья. Он даже стал работать в редакции газеты «Знамя труда», и в 1957 году Раби Мамакаев был реабилитирован, вернулся на родину. Также его восстановили в партии, в Союзе писателей, но он отказался брать партийный билет, и это осложнило последний год его жизни. Его отправили в психушку. Оттуда он был освобожден, когда об этом узнали его друзья, евреи-диссиденты, которые отбывали с ним срок и после отсидки оказались на Западе. Они стали о нем писать, и так его освободили из психушки. Вот такие грустные моменты нашей истории, которые хорошо демонстрируют, что с нами происходило еще до депортации, как уничтожали цвет нации. Ну и после всего вышесказанного напрашиваются следующие выводы. И это мнение у меня сложилось после многих разговоров со старшим поколением, которые сами прошли и огонь, и воду, и после прочитанных материалов. И вот такие это выводы. Несмотря на уничтожение цвета нашей нации с незапамятных времен Русской империи, и даже после депортации всего народа, наши люди умудрялись собраться и сформировать интеллигенцию. Интеллигенция своим трудом, просветительской работой, культурной работой поддержала и укрепила дух нашего народа в самое трудное для него время. Несмотря на то, что для чеченцев и ингушей в СССР были закрыты многие двери, понимаете разницу? Наша интеллигенция появилась никак не благодаря, а вопреки Советскому Союзу. Некоторые хотят сказать что-то вроде «только во время Советского Союза у нас появилась небольшая прослойка», мол, никогда больше интеллигенции не было. Они отбрасывают всю предысторию, 30-е годы, уничтожение цвета нации, это все они опускают, либо специально вводят в заблуждение. И говорят так, как будто бы благодаря Советскому Союзу появилась интеллигенция, опуская все эти сложности для чеченцев и ингушей в этот период. Конечно, нужно подчеркнуть один плюс того времени – это хорошее образование. Хотя и это образование часто тоже было более труднодоступно для наших людей. И наши люди от души учились даже хотя бы там, куда им еще оставался доступ. Поэтому у нас были известны во всем Союзе и поэты, и писатели, и даже ученые. Чего стоит один Ахмед Цибиев, отец того самого радиоведущего, Руслан Цибиев. Это был выдающийся ученый, которому весь его жизненный путь мешали, поступали с ним подло. Вообще его жизнь — это очень интересный пример того, как сложно приходилось в этот период нашим людям. Это трагичный путь человека, который, несмотря ни на что, лбом пробивал себе дорогу. И в 2000-м его расстреляли русские военные мародеры за то, что он не захотел отдавать свой компьютер. Почитайте о нем. Это яркий пример трагичной судьбы и огромной силы воли человека в советское время. В советское время вообще многим людям любой национальности, если ты не провластный. Вот так, несмотря на трудности, наш народ делал все возможное, чтобы творить и созидать. А что случилось потом? Как мы докатились до сегодняшнего положения? Как эта с трудом реабилитировавшаяся интеллигенция снова распалась и разошлась кто куда? Опять-таки, с одной стороны, две русско-чеченские войны унесли жизни многих, а с другой стороны пришла муллакратия, которая доделала работу, распугав остатки нашей интеллигенции.
Наших интеллектуальных людей обидели, отдавая ведущие роли невежественным фанатикам, религиозным лицемерам. Потом с помощью русских спецслужб, которые увидели, что это очень хорошо работает, подхватили эту тенденцию, получился рассвет ваххабизма, зомби со стеклянными глазами и при этом никакого образования. И все это начиналось с самой России. Дело в том, что, уничтожив интеллигенцию в народе, его легко завести на кровавые грабли. Для этого нужно, чтобы в самом народе завидовали и ненавидели этих интеллектуальных людей. И когда интеллигенцию отстранили от принятия решений, являвшимся судьбоносными для чеченского народа, вот тогда с нами это произошло. Муллократия смогла сделать этим то, что не смогли русские за несколько веков, уничтожая эту часть в нашем народе. Только за 1936-1938 годы было расстреляно до 120 тысяч человек. Понятие интеллигенция было до конца уничтожено в России массовыми движениями, субкультурными, идеологическими, а черты элиты были искажены и приписаны всяким новоришам, технократам, это хакеры, прочие технари, сотрудникам спецслужб, военным, шоуменам, звездам в кавычках. Власть прививала своей пропагандой ненависть к интеллигенции, преподнося ее в таком виде для народа, потому что думающие люди ей мешали творить беззаконие, чем смогла заразить, к сожалению, и наш чеченский народ. Интеллигенция не смогла влиять на процессы, происходившие после Первой русско-чеченской войны. И когда религиозные проповедники сделали из интеллигенции чуть ли не врага народа, то они повели нас этим самым на очередные кровавые исламистские грабли. Но мы не будем останавливаться на такой мрачной ноте ни в эфире, ни в жизни. Конечно, мы должны отдавать себе отчет в том, что без интеллигенции ни у какого народа нету ни настоящего, ни будущего. Это голова народа, это думающая часть, без которой очень легко управлять народом, сделать с ним все что угодно. И на наших детях это может отразиться еще хуже, чем на нас с вами. Поэтому мы должны ценить интеллектуальных людей, интеллигенцию, интеллигентную часть в нашем народе, даже если какие-то поколения у нас оказались потерянными. Я тому живой пример. Мы дети войны, которые не смогли стать интеллигенцией из-за всех вот этих последствий, из-за того, что не было нормального образования, ничего такого, только взрывы, бомбежки, подвалы и так называемая учеба между всеми этими обстрелами. Тем не менее, мы должны искать таких людей среди нас, поддерживать их, ценить и поддерживать вообще связи друг с другом. Сейчас, несмотря на то, что очень сложно нам, особенно после того, как обесценили интеллигенцию в нашем народе, с другой стороны, есть положительный момент — это интернет. Мы можем всегда наладить связь и стать опять единым организмом, который может что-то изменить к лучшему. Сейчас как никогда важно, чтобы здравомыслящий человек в народе выходил из тени. И мы должны воспитывать своих детей как новое поколение интеллектуалов. Мы должны вернуть то, что у нас отняли. Мы должны вернуться. Ночью город не спал, про покой позабыл, и никто не включил фонари. Старый мост всем стонал, а потом вдруг спросил, почему же его не сожгли. Говорил о друзьях, говорил о врагах, о всех тех, кто уйти захотел, о собратьях своих, превратившихся в прах, и не знал, почему уцелел. Мы вернемся для того, чтобы спеть, чтобы раны лечить или в памяти жить. Мы вернемся, будет путь наш непрост, только все-таки жди, ты наш жди старый мост.